Всем доброго времени суток, приветствую вас в очередном нашем видео. Сегодня вышла в город, немножко покажу вам окрестности и, конечно же, поболтаем. Хочу показать вам сейчас сзади меня вот такие вот штукенцы, статуи, да? Это у нас Славгорский лесхоз, государственное лесохозяйственное учреждение. То есть здесь находится, как его называют, принято офис, да? Головное управление. Такие вот фигурки у нас здесь стоят, довольно неплохо выглядят. Вот мне такие штуки нравятся, научились украшать наш город все-таки, да, хотя бы немножечко. И это радует. Немножечко, правда, их давно уже не красили, но тем не менее радует глаз. Побольше бы таких местечек, на самом деле, не только возле лесхоза. Но я пойду по своим делам. Сейчас мне нужно отнести справку в соцзащиту дочке, но чтобы ей продолжали выплачивать пособие и сходить в Горгаз в одно окно, перезаключить договор. Ну, попутно поснимаю для вас город, о чем-нибудь поболтаем и поговорим. Может быть, предлагайте также свои темы для болталок, для прогулок. Возможно, вас интересует что-то более конкретное. Я сейчас иду по улице Ленина нашего города. Здесь у нас идет стройка. Сейчас повернусь, немножечко покажу. Здесь у нас городской суд. Было здание двухэтажным, сейчас его реконструировали, делали трехэтажное. Здание, видимо, мало, им мало было 2 этажа, наверное. Но, тем не менее, здание сюда не ремонтировалось, наверное. Может быть, я, правда, там не была ни разу. Нет, была один раз в качестве истца. Подавала заявление. Но, тем не менее, делают ремонт. Долго уже делают, но когда-нибудь доделают. Вот такое у нас красное здание есть. Был когда-то здесь филиал банка БПС Сбербанк. Филиал закрыли, ну не совсем закрыли, я имею в виду, разогнали немножко народ из банковского, его сократили, сделали совсем маленький, и здание сдали под аренду. На самом деле здание трехэтажное, вполне себе вместительное, но всегда задаюсь вопросом. Сначала вбухают деньги, а потом суп с котом. Сейчас это Славгорский светлый бизнес-центр. Здесь вот с краю, сбоку, вывеска видна, я надеюсь. Лолипап. Рестобар, то есть бар кальянная. Рестораном это не назвать, это скорее такая кальянная бар, да, но очень-очень здесь тесно, больше для молодежи. Летом они выставляют вот такие вот столики под навесом, ну это, наверное, как и везде. Что еще здесь есть? Принт-скрин, сервисный центр, студия массажа и спа, перспектива, учебный центр, кофейня, стильная женская одежда, фотик, фотосалон. Кстати, вот здесь же находится фотики в фотосалоне. Очень хороший фотограф. Если будете в Славгорске, обращайтесь к нему. Ценник у него немножко выше, чем по городу. Но делает очень качественные работы и занимается реставрацией, фотографированием свадеб и прочего. Как фотографа могу смело рекомендовать. Сама не раз к нему обращалась. Работа довольно качественная. Подружка студия красоты, финансовый рай, бухгалтерский плохо вижу, сейчас прочитаю. Аутосорсинг, вот. И воздушный бум, гелиевые шарики. Так что вот такое вот у нас здание бизнес-центра так называемого. Что ж, друзья мои, мы находимся в центре города, и у нас здесь стройка. Кто смотрит мои видео, все абсолютно, да, я имею в виду видео, знают, что в городе у нас нет кинотеатра. И вот на месте этой стройки когда-то кинотеатр был, назывался кинотеатр «Юность». Простоял он несколько лет закрытым, и теперь здесь все снесли, и ведется стройка. Что здесь будет, я не знаю, ребят. Но говорят, что здесь планируется развлекательный какой-то торгово-развлекательный центр. Когда его построят, неизвестно. Если построят, мы туда обязательно сходим. Я посмотрю, я покажу вам, точнее, да, что построили вместо кинотеатра. Обязательно мы это увидим, но хочу обратить внимание, что это у нас центр города, центральный практически районы. Посередине стоит бар «Розмарин», чего здесь только не было. На самом деле здесь когда-то открывался он как детское кафе «Лакомка».
но просуществовал несколько лет и был закрыт за нерентабельностью. Чего здесь дальше только не было. Здесь был и велосипеды продавали, здесь был и секонд-хенд. Здесь был и магазин ритуальных услуг. В общем, теперь это бар «Розмарин». Место, кстати, в городе неплохое, да. Вроде бы центр, да, города, я имею в виду. Вроде бы все, но расположение такое не очень удачное, и, видимо, не заходят. Либо же налогами давят. Здесь у нас находится дом быта. Когда-то здесь был дом быта. Ну, в принципе, он и сейчас, наверное, здесь остается. Здесь мы его продолжаем так называть. Но здесь, опять-таки, здесь сейчас чего только нет. Здесь и мебель, здесь и прокат свадебный, да. Здесь и ЗАГС с обратной стороны. От меня с противоположной ЗАГС. Здесь есть магазин для рукоделия. В общем, на втором этаже тоже магазинчики. Короче, понатыкано. Но мы продолжаем его по привычке называть это зданием домом быта, потому что, ну, привыкли мы так. Но опять же таки, чего здесь только нет. В общем, вот как-то так выглядит у нас центр города. Там за баром «Розмарином» находится ДК химиков. И центральная улица Ленина продолжается. Я вот где начинала снимать, она у нас самая длинная и упирается вон там вдалеке, если вы видите, видна труба большая, такая высокая, как точка выглядит сейчас. Там типа электростанция, и эта улица Ленина доходит прямо до туда. Поэтому вот так у нас выглядит на сегодняшний день центр. Почти разруха, как вы видите. Но я надеюсь на лучшее, что все-таки это все как-то оккультурят, облагородит. Но я уже подошла к площади, красной нашей площади. Она напротив меня через дорогу за клумбой. Получается наша Красная площадь. Ну и, конечно, центральная улица города. Вот с той стороны здание пятиэтажное. Там гостиница. Городская была гостиница Светлогорск. Она сейчас закрыта. И там сделали реконструкцию. Но что-то там у них какой-то недопуск. Не знаю что. И несколько лет уже стоит она закрыта. И центральная улица нашего города. Переход идет вот оттуда, да, за памятником Ивану Шатиле, в честь которого было названо село Шатилки или Пашатиловича, на базе которого, скажем так, сейчас построен наш город. Наш город Светлогорск, да, немножко совсем удобно разговаривать, приостанавливаюсь, да, или как раньше называли село Шатиловичи. Первое упоминание, о котором еще было более 400 лет назад, насколько я помню. Я могу ошибаться, я иногда путаюсь в датах. Название запоминаю хорошо, но даты не очень. Ну, короче, не суть. И улица начинается там вдали и заканчивается на Набережной площади. В одном из влогов Набережную площадь я уже показывала. Но здесь, конечно, улица поприличнее, потому что, ну, все-таки центральная, поставлены скамеечки, всякие такие клумбы, ну, поинтереснее. Смотрите, какой интересный момент, да? Из камешек я имею в виду. Камни, на камне бабочка. Вот нравятся мне такие миниатюры. Или это не миниатюры, не знаю, как правильно называется, но выглядит красиво. Мне нравится. Кстати, как вам, напишите в комментариях. Ну и, конечно, главная площадь красная нашего города. Но я пошла по своим делам, чуть позже еще подключусь, что-нибудь вам интересное покажу. Что, друзья мои, доброе утро, у нас с вами день следующий. У меня на часах 6 утра, и я иду на работу. Уже темно и похолодало. Утром уже темно, точнее, да, в это время, повторюсь, 6 утра без 5. И вот так вот выглядит уже наша улица утром, да. Не то чтобы улица, а темно, в общем. И похолодало, уже пришлось одеть другую куртку и под нее свитер. Так что, ребят, еду на работу. Встретимся уже в следующем подключении. Что ж, друзья мои, подключаюсь к вам снова. Еду с работы, иду уже домой. Сейчас хочу зайти в магазин. У нас ветер обратно поднялся. Днем
прошел такой хороший дождик, и как бы этот ветер не нагнал еще чего-нибудь. И как будто бы стало еще холоднее. Короче, к чему я все? Не про погоду, да, сейчас. Для меня недавно стало открытием, что не во всех магазинах больших есть магазин Санта Фиш. У нас уже открыли второй магазин. Один из них находится в торговом центре Березки, а я сейчас иду в магазинчик, который находится в нашем районе. Его открыли в этом году, хотя строили несколько лет. Магазин специализируется на рыбе по большей части. Мы сейчас туда с вами сходим, покажу, что за рыба. Что вот так вот выглядит магазин Санта. Супер. Здесь есть еще у нас зообазар, здесь магазин, зоомагазин и аптека. Государственная, кстати. Ну что, пошли смотреть, что за магазин. Что, мы в самом магазине. Здесь у нас витрина с овощами. Бакалейный ряд, как и в любом магазине, наверное. Есть такая стойка с посудой. Сейчас немножко поближе подойдем. Достечки разделочные, кружки, термокружки, бокалы. А что, сколько стоит, вы можете видеть сами. Стеллаж с бытовой химией. И что самое вкусное, здесь есть выпечка собственного производства. Мы сейчас с вами возьмем рулетик. Вот такой вот рулетик маковый мы возьмем. Цена его 3,99. И мы подходим к самому главному, самому вкусному, что, как правило, на чем специализируется данный магазин. Это у нас соусы разные. И, конечно же, рыба. Всякая разная. Сушеная и не только. Также салаты. Готовая продукция. Мясо, колбасы. И мы сейчас пойдем по рыбному отделу. Пройдемте, покажу вам сам рыбный отдел. Цены вы можете видеть сами. Ну и, конечно же, сам рыбный отдел. Здесь нет рыбного островка, но, тем не менее, вот эта вся витрина, она рыбная. Здесь полуфабрикаты, палочки, котлетки, креветки на развес, крабовые палочки. И рыба разных сортов абсолютно. Цены вы можете видеть сами. Вот сейчас подниму камеру. Ценники вы можете видеть. Желтая цена, цена на акции. Селедка атлантическая 6,59, скумбрия 8,99, кита 16,99. В общем, рыба абсолютно разная. Вся эта витрина с обоих сторон именно рыбная. И, конечно, такая витрина с готовой рыбной продукцией. Тоже немаловажно. Что много чего есть. Ну и ни один магазин не обойдется без молочной продукции. Тоже, в принципе, выброс есть из чего. Взяли с дочкой вот такие вот вкусняшки, пачку роллов. Стоило что-то около 10 или 12 рублей, не помню точно. Маковый рулет 4 рубля почти что. И взяли вот такую вот штучку, колбаску. Очень мне она нравится. Мясной сюрприз называется. Здесь пополам половина мяса, половина как колбаса. Именно мясо. Вот это вот сейчас именно не крученная, именно мясная. И колбаска поделенная как бы на две части. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Дороговато, правда, но иногда покупаю. Вот ценник на 534 грамма. Сейчас что-то у меня совсем зрение не к черту. Сейчас я вам скажу, сколько она стоит, ребят. Так. Я не туда смотрю, оказывается, да? Вот он ценник. За штрих-кодом цена за килограмм 29 рублей 76 копеек. Эта палочка завесила на 15 рублей 89 копеек. Ну, штука очень вкусная. Любим такие вещи. В общем, мы пошли
обедать или ужинать. У нас уже 5-й час. Что это будет, я не знаю, но мы пошли перекусывать. Будет нам очень-очень вкусненько. Ну а с вами мы встретимся в следующих видео. Пока-пока.